Ну привет, дорогие подписчики! В видео про Паджеро и Патриот вы очень просили уделить отдельное внимание Паджеро. Ваши желания для меня закон. Паджеро, хоть и является крупным внедорожником, который у нас так любят, как некий знак престижа, никогда не являлся машиной люксовой. Mitsubishi умеет делать в общем и целом достаточно надежные автомобили. Но автомобили эти в основном рабочие лошадки, они простые. И нашему коню в данный момент 9 лет, он 2008 года, с дизельным мотором 3.2 и пробегом 200 тысяч километров. Паджеро в основном покупают для того, чтобы использовать этот большой внедорожник по прямому назначению. То есть, например, часто ездят в грязь, как владелец этой машины, иногда цепляют прицеп, чтобы повезти какую-то внедорожную технику. А иногда забавно, что внедорожная техника может легко поместиться внутрь самого внедорожника, как, например, вот этот офигенный детский квадрик. Mitsubishi внесли совсем небольшое количество технических изменений в третий Паджеро. Слегка причесали его внешне к тому же, и получился Паджеро 4. Поэтому, по большому счету, назвать эту машину абсолютно новой модели после трешки нельзя. Это скорее Паджеро 3+. Не удивлю вас, наверное, когда скажу, что дизельный мотор боится плохого топлива. И традиционно для этих моторов клапан давления топлива здесь был заменен. Это частое явление. В том числе здесь хозяин заменил натяжитель цепей. Так, куда, сюда, отлично. И в принципе к 200 тысячам километров пробега уже неплохо бы и цепь поменять. В отличие от дизельных моторов, на бензиновых механизм газораспределительный ременного типа. И ремень меняется раз в 90 тысяч километров пробега. В принципе, к этому пробегу в зоне риска уже и форсунки, но у этой машины они еще ни разу не менялись. Менялись свечи. Форсунки, блин, собаки, стоят дорого. В общем и целом, этот мотор очень надежный. Если у него не навернется топливная система, то ему жить и жить. Но вы же понимаете, что он очень старый. На 3-литровой бензинке дорогостоящие иридиевые свечи. Они очень долго ходят, порядка 100 тысяч километров пробега. Но вот менять их достаточно сложно. Для этого нужно скидывать впускной коллектор. У этой машины по паспорту 165 сил. Хозяин чуть-чуть сделал небольшой чип-тюнинг. Сейчас сил в 190. Можно еще машину раздуть. Но хозяин в этом случае не стал ничего делать. Кстати, потом эти моторы были 190 после рестайлинга и уже 200 лошадей. Клапан EGR к такому пробегу уже либо заглушите, либо почистите. В данном случае решили заглушить. А вот он, друзья мои, топливный фильтр. В случае, если у вас на консоли загорелась лампочка о том, что в топливе появилась вода, нужно взять вот такое вот волшебное устройство, подставить его туда и немножечко стравить водицы. Сейчас ее в топливе нет. Вот здесь вот эта вот кнопочка прожимается, и оттуда стекает водица. И вы будете видеть прекрасно, что она есть на дне. Но есть общие проблемы, которые есть практически у всех Паджеро. Развальные болты закисают наглухо. Народ с ними мучается. Сколько, кстати, это обходится в итоге? Ну, если делать хрому, то с оригинальными передними рычагами 30-40 тысяч. Короче, 30-40 тысяч, ребят. Ну, в общем, достаточно дорого. Если новую машину купили и сразу активно смазывали вот эти вот развальные болты чем-то, какой-то жирной смазкой, то вот этой проблемы бы не было. Но сейчас это уже не актуально, потому что новых Паджеро-то у нас нифига и нет. Если посмотреть на вторичный рынок, то все-таки создается впечатление, что больше машин с мотором 3.8 бензиновых, с флагманским,
который выдает 250 лошадиных сил. И вроде бы мотор и неплохой, но как раз вот в эти 2007-2008 года у них там, у производителя на конвейере произошла какая-то ерунда. И в итоге многие моторы буквально на 10, 20, 30 тысячах километров пробега начинали стучать, а в самом худшем варианте проворачивало вкладыши коленвала. И вроде проблему тогда быстро решили, но осадочек-то остался. Сейчас, по идее, таких машин уже не должно быть, пробеги уже больше. Та проблема уже должна была быть у предыдущего собственника, но кто его знает, стоит ли рисковать. Альтернатива – трехлитровая бензинка, да, дохловатая для этой машины, но зато очень надежная. Вообще много проблем у этой машины связано с реагентами в крупных городах. В малых городах этих проблем просто может не быть вообще. Это он заколебал. Все, наигрался? Вообще много проблем у этой машины связано с реагентами в больших городах. В малых городах, где реагентов нет, и проблем этих может не быть. Например, окисление контактов, каких-то датчиков. Опять же, с радиаторами проблема. Они зачастую начинают после 100 тысяч километров в Москве течь. Не у всех, но часто бывает. Очень многие люди на Паджеро любят ездить во всякие гомны. И, в принципе, правильно делают. Это один из самых подходящих автомобилей. Что это? Блин, это фаркоп. Оторвали? Не. Ну, слава богу. Это один из самых подходящих автомобилей для оффроуда. Хотя бы потому, что он достаточно надежен. У него тяжело что-либо оторвать, а в случае, если вы это оторвали, это недорого будет починить. Раздатка здесь Super Select 2 с электронным управлением. Она очень надежна, очень редкие отказы. Если ее совершенно не использовать, не включать, например, в южных регионах, люди ее вообще годами не трогают, потом что получается? Они пытаются ее включить, а соленоиды закисли, мать. И все, и нифига. Но вот это, пожалуй, единственные сложности, которые здесь могут происходить. У некоторых активных оффроудеров удавалось сломать передний редуктор. Вот у этой конкретной машины умирал датчик включения переднего привода. Кстати, обошелся совершенно недорого, все на круг, порядка 5000 рублей. Раздатка у стареньких Паджеро иногда делает так, короче, кряхтит, что ли, не знаю. Но она покряхтит и перестанет. В общем, большинство людей ничего с этим не делают. Вот этот вот волшебный звук, который вы слышите, это разбит подшипник ступицы, колесо болтается, и колодка издает вот такой звук. Но ремкомплект у нас уже в багажнике. Хозяин обещал завтра починить. Что касается расхода топлива на этой... Что-то, господи, такое происходит. У него что, еще и сигнализация есть? И я GoPro потеряла. Расход топлива здесь в среднем... Блин, этот звук просто... Помоги мне, лиса, забери меня у него. Господи, я так скулю. Расход топлива здесь в среднем получается по Москве, по московским пробкам, по вот этой постоянной толкотне, где-то 15 литров. Если не увлекаться вот этим вот, а просто ездить по нормальным дорогам, то получится где-то 12-13 литров у этой дизельной машины. В остальном прелесть Паджеро, ребята, в том, что эта машина, в случае, если за ней следить, она требует очень мало вложений. Это действительно так, это вам большинство Паджеро-водов подтвердят. Даже амортизаторы здесь, ну, в принципе, ходят больше 100 км в час. Больше 100 км в час, отлично. Они прям быстрые такие, они не ходят, они бегают. На этой машине, например, в районе 170 первый раз умер подшипник ступицы. Собственник решил, что он, пожалуй, в этот раз чуть-чуть сэкономит, потому что... О, как лезет, а! Молодец! Потому что оригинальные подшипники ступиц стоили где-то 20 тысяч. В общем, сэкономил, нашел какой-то лютый неоригинал, ему его перепрессовали, и в итоге... Опа, аккуратненько. И в итоге, ну что, меньше года проездил, сейчас купил нормальные подшипники ступиц, и будет нормально делать. Еще поголовно у всех вот в этом возрасте, 7-8 лет, уже, скорее всего, сгнил бак. У него есть пластиковый корпус, между
этим корпусом и баком со временем набивается всякая ерунда. И вот из-за всей этой нечисти бак тупо гниет. Решение вопроса, ну, варят баки, ну, кто-то покупает новые. Ну, в общем, минимум 20-ка. И еще, ребята, чуть не забыла, что рейка здесь говорящая, она, в общем-то, не вытекает и даже не требует ремонта в случае, если забить на те звуки, которые она издает, что, в общем-то, большинство владельцев Паджеро и делают. Когда нынешний владелец только купил эту машину, первое, от чего он просто обалдел, это количество звуков в салоне, скрипов пластика. Действительно, салоны очень говорящие. Дальше, вот в течение всех 2 лет он потихоньку салон проклеивал, звуки устранял. Сейчас стало более-менее, но нужно знать, что в стоке дорестайлинговый Паджеро – это погремушка. Можно долго рассуждать о том, что эта машина, может быть, чем-то устарела, внешне устарела по агрегатам, но, ребята, глядя правде в глаза, приблизительно за 1 000 000 рублей вариантов-то не так уж и много. С ростом курса обслуживание стало дороговато, да и совсем дешевым оно у Mitsubishi никогда не было. Но по совокупности факторов я отлично понимаю людей, которые предпочитают для себя пожилой Паджеро. I hear thunder.